Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о фазанах. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Такой фразой учат запоминать малышей цвета радуги по начальным буквам слов. А многие, выучив цвета, и в глаза фазана не видели. На самом же деле фазан – это великолепная птица, известная своим ярким и разнообразным оперением, а также уникальным поведением. Эти птицы имеют долгую и богатую историю, восходящую к древним цивилизациям, где они часто ассоциировались с роскошью и благородством. Да и не только это. Еще много интересного мы узнаем сегодня, здесь и сейчас об этой удивительной птице. Поехали! И начнем мы с имени. Имя фазан происходит от греческого слова и в переводе означает «птица Фазиса». Фазис – это старинное название реки Риони, текущей в Западной Грузии, которая в древности была известна как область, откуда эти птицы впервые были привезены в западный мир. Грузия же в те времена была известна как Колхида, и именно отсюда, согласно историческим записям, фазаны были привезены в Грецию в V веке до нашей эры. Хотя изначально фазаны были широко распространены в регионах, включая современные Китай, Корею, Монголию, ну и, конечно же, Грузию. В целом, история распространения фазанов – это история взаимодействия человека и природы, где человеческие интересы и действия сыграли значительную роль в формировании современного распределения этих птиц. По другой версии, птиц впервые привезли в Европу армии Александра Македонского, где они быстро стали популярны из-за своего привлекательного внешнего вида и, конечно же, вкусного мяса. Со временем название фазан укрепилось за этим видом птиц и распространилось по многим языкам и культурам. Греки и римляне ценили этих птиц за их вкусное мясо и красивое оперение, что способствовало их популярности и дальнейшему распространению. В средневековой Европе фазаны стали символом роскоши и престижа. Они разводились в специальных оградах, называемых фазанариями, для королевских охот. Впоследствии с развитием сельского хозяйства и изменением ландшафтов фазаны начали акклиматизироваться и в дикой природе Европы. Распространяясь по планете, человек не забыл и про фазанов. Так фазаны были завезены в Северную Америку в 18 веке, в первую очередь как охотничья дичь. Они быстро прижились, особенно в сельскохозяйственных регионах США, где условия оказались подходящими для их размножения и выживания. В Южной Америке фазаны не получили такого широкого распространения и встречаются в основном в ограниченных районах. Также фазаны попали и в Австралию, привезенные европейскими поселенцами в 19 веке, в основном также для охоты и как часть попыток улучшить местную флору и фауну, привнеся элементы родной для себя природы. Однако, несмотря на начальные усилия по акклиматизации, фазаны не смогли устойчиво закрепиться в дикой природе Австралии в большом количестве. Их численность невелика, и они не играют значительной роли в местной экосистеме по сравнению с другими интродуцированными видами, такими как кролики или собаки динго. Семейство фазановых большое, относится к отряду курообразных птиц и насчитывает свыше 170 различных видов, самыми известными среди которых являются индейки, куропатки, тетерева, павлины, глухари и, конечно же, фазаны. Но мы с вами рассмотрим трибу фазановые, или как ее еще называют, колено. Это таксономический ранг в биологической систематике, стоящий в иерархии ниже семейства и выше рода. И здесь мы уже посмотрим на все виды фазанов, включающие несколько родов. Род пестрых фазанов включает медного пестрого фазана, китайского фазана, фазана микадо, фазана Эллиота и пестрого бирманского фазана. Воротничковые фазаны. К этому роду принадлежат только два вида, и оба обитают в Китае – алмазный и золотой. Оба вида – это маленькие фазаны с длинными хвостами. По бокам головы у них воротник из удлиненных перьев, который во время такования может оттопыриваться. Ноги очень тонкие, шпоры развиты незначительно. Тесное родство обоих видов выражено также тем, что их очень просто можно скрещивать в неволе. Первое поколение такого скрещивания способно к обычному размножению. Золотой фазан – это популярная вольерная птица.
Гималайский фазан. Он обитает в горных районах Гималаев, от Афганистана через Северную Индию, Непал и до юго-западного Тибета. Гималайский фазан известен своей красочной окраской. Самцы имеют яркие металлические цвета с зеленым, синим, красным и желтыми оттенками, особенно на голове и шее. Самки значительно более скромные, с преобладанием коричневых и серых тонов, что обеспечивает им камуфляж в горной местности. Ушастые фазаны – относительно крупные представители семейства с вытянутым телом. Их ноги короткие и сильные, вооружены шпорами. Хвост весьма мягок и внешне напоминает щетку. Оперение тела преимущественно одноцветное. К необычным особенностям по сравнению с другими фазанами относится отсутствие полового диморфизма. К ушастым фазанам относятся следующие 4 вида: тибетский ушастый фазан, белый ушастый фазан, маньчжурский или бурый ушастый фазан и голубой ушастый. Лафуры – это род птицы стрибы фазановые. Общим признаком для всех видов лафур является окрашенная в более или менее красноватый цвет нижняя часть спины у самцов. При этом цвет может варьироваться от почти оранжевого красноватого оттенка до очень темного медного цвета. Родина лафур – Центральная и Южная Азия. Многие виды являются обитателями островов: лафура Эдвардса, свайного лафура, бульверова лафура, черная лафура, серебряная или серебряный фазан, белохвостая, сиамская лафура, суматранская и огнеспинная. И, наконец, род фазанов, в который входит зеленый фазан и обыкновенный или кавказский фазан, самый распространенный вид фазанов на планете Земля. Как вы заметили, внешний вид фазанов может значительно варьироваться в зависимости от вида, но есть общие черты, которые характерны для многих из них. Фазаны – средние по размеру птицы с длинным хвостом и относительно короткими крыльями. Длина тела взрослых птиц может варьироваться от 50 до 90 сантиметров в зависимости от вида. При этом хвост может составлять значительную часть этой длины. Самцы фазанов часто имеют очень яркое и разнообразное оперение и может включать в себя широкую палитру цветов: золотистые, зеленые, синие, красные и многие другие оттенки. Яркий окрас самцов служит для привлечения самочек во время брачного сезона. Многие самцы фазанов имеют перья с металлическим блеском, которое придает им особенно яркий и привлекательный вид. У многих видов на перьях есть уникальные узоры, включая пятна, полосы и другие маркировки, которые делают каждого самца уникальным. Самцы часто имеют более яркую и разнообразную окраску по сравнению с самочками. Самочки фазанов обычно окрашены гораздо скромнее, в коричневые, серые и бежевые тона, которые помогают им сливаться с окружающей средой. Это особенно важно во время насиживания яиц, когда нужно оставаться незаметной для хищников. Голова у многих видов фазанов относительно маленькая, с коротким клювом. У некоторых видов самцов есть яркие пятна кожи вокруг глаз или на шее, которые становятся особенно яркими во время брачного сезона. Длинный и часто яркий окрашенный хвост является одной из самых заметных черт фазанов, особенно у самцов. Форма хвоста может варьироваться от прямой до характерно изогнутой или веерообразной. И у всех фазанов сильные ноги с короткими пальцами, приспособленные для быстрого бега по земле. У некоторых видов на ногах могут быть шпоры, особенно у самцов. Фазаны проводят большую часть жизни на земле, очень быстро бегают, хорошо прячутся в густых и колючих зарослях, высокой траве и камышах. При беге они приподнимают хвост, а шею и голову наклоняют вперед. Скорость при этом развивают около 30-35 км в час. Вы спросите, летают ли фазаны? Летают, но неохотно. И если вовремя убежать не получилось, он считает, что в случае опасности легче притаиться. Поэтому до последнего не выдает себя, подпуская хищника на расстояние менее метра. При этом всегда готов к прыжку. Его мощные лапы готовы в мгновение ока подбросить эту птичку на 2 метра вверх. Затем крылья уносят фазана на безопасное расстояние. Такая у них особенность: взлет осуществляется вертикально вверх.
Крылья при подъеме создают сильный шум. Затем небольшое расстояние фазан преодолевает параллельно земле, планируя по воздуху и периодически делая взмахи крыльями. Через какое-то время он приземляется и старается укрыться в зарослях. Выносливостью эти птицы не отличаются. Если приходится делать несколько перелетов к ряду, птица быстро теряет силы и становится легкой добычей для хищников. Фазаны – неприхотливые птицы и обладают большой адаптивностью и могут жить в разнообразных условиях. Они предпочитают открытые или полуоткрытые ландшафты, такие как поля, луга, кустарниковые заросли и лесные опушки. Они нуждаются в укрытии для ночлега и гнездования, а также в доступе к источникам пищи. Фазаны не приспособлены к жизни только в регионах, где снежный покров глубокий и долго держится. В таких условиях они не могут добывать себе пропитание в холодный сезон. Быстро истощаются, слабеют и гибнут. Из мест, где зимы снежные, поголовье мигрирует. Из-за слабой приспособленности к полетам фазаны значительную часть расстояния преодолевают пешком. Взлетают лишь время от времени. Новое место гнездования удалено от прежнего максимум на 200 километров. Для жизни фазаны выбирают места с густой растительностью и расположены недалеко водой. В зависимости от особенностей места обитания, ночуют они в зарослях или на деревьях. И очень любят тростники и камыши возле водоемов, пойменные леса с подлеском и полянами, заросли с преобладанием вьющихся растений. Реже они заселяют поросшие кустарником сухие степи, заросшие густой растительностью участки по краям полей. Некоторые виды живут в горах, спускаясь ниже с наступлением зимы. В конце марта или начале апреля начинается брачная активность. Голоса самцов слышны на рассвете и с наступлением вечера. Раздаются они с интервалом в 6-10 минут. Брачный крик разносится на 400-600 метров. Он двухсложный, чуть картавый, звонкий. Последний слог обычно сдвоен. Дополняется такование короткой серией активных хлопков крыльями, благодаря чему создается особый вибрирующий звук. При взмахах тело вытягивается вверх, хвост приподнимается, а крылья не касаются земли. С приходом весны самцы выбирают себе участок. Площадь зависит от особенностей местности и численности поголовья. Обустроившись на выбранном месте, самец стакует, призывая подруг. Для наблюдения за соседями он выбирает 2-3 точки, с которых хорошо просматривается местность. По участку он перемещается по определенному маршруту, и при выявлении конкурента самец изгоняет его, вступая в драку. Стычки часто приобретают ожесточенный характер. Вначале противники устраивают параллельную дуэль, бегут рядом, разглядывая друг друга. После дальнейший характер боя напоминает петушиный. Самцы становятся друг напротив друга, вытягивают головы клюв к клюву и сходятся. В драке они используют искусство фазанячьего боя. То есть используют крылья, клюв и, конечно же, мощные ноги. Целясь в противника, они стремятся подпрыгнуть повыше, чтобы ударить сверху вниз. И кто помоложе и слабее, отступает. А герою достаются лавры победителя. И, конечно же, самочка. А возможно и несколько. Все зависит от их количества. При приближении самочки самец издает более глухие звуки, выражающие его чувства. Он рыхлит землю лапой, клювом подбирает зернышко и бросает перед собой. Это элемент ухаживания. Принимая зернышко, самка демонстрирует свою заинтересованность и согласна на продолжение ухаживаний своего героя. После наступает пора обзаводиться потомством и созданием комфортабельного жилья. Хотя фазаны по этому поводу сильно не утруждают себя мыслями, предпочитая устраивать свои гнезда прямо на земле, в укромных местах, которые обеспечивают защиту и уединение. Они могут выбирать места под кустами, в траве, среди полевых культур или в других низкорослых местах, где есть достаточно укрытия от хищников и непогоды. Обычно это небольшая ямка, высланная травой, листьями и перьями птицы. Самка устраивает гнездо, используя материалы, которые находит поблизости, и формирует его так, чтобы оно было удобным для насиживания яиц, и обычно откладывает их от 8 до 12. Хотя количество может варьироваться в зависимости от вида и условий. Яйца обычно имеют коричневатый или зеленоватый оттенок и покрыты мелкими пятнышками. Самка насиживает яйца в течение примерно 28 дней, в течение которых она редко покидает гнездо и внимательно охраняет его.
Кормиться она выходит утром и вечером. Самочка на этом этапе сильно худеет. Значительная часть перьев на животе, внутренней поверхности бедер, груди выпадает. Ну а если все хорошо, появляются птенцы. Выращиванием птенцов самки занимаются самостоятельно. Выводок некоторое время держится возле гнезда, после чего перемещается в место с более благоприятными кормовыми условиями. С 13-го дня птенцы уже учатся взлетать. Через неделю поднимаются на высоту 30 сантиметров и пролетают до 30 метров. А месячные птенцы учатся взлетать вертикально вверх. Птенцы фазанов очень быстро становятся самостоятельными. Они покидают гнездо вскоре после вылупления, следуют за матерью, которая учит их искать пищу. Хотя они быстро учатся бегать и прятаться, молодые птицы остаются под уходом матери до тех пор, пока не смогут полностью обеспечивать себя. Кстати, на момент вылупления птенцов привязанность к месту как таковая исчезает. Самцы уходят со своего гнездового участка. Они выбирают место недалеко от водоема, в зарослях и держатся группами. Фазаны преимущественно питаются почками, молодыми листьями, семенами, луковицами, ягодами, мелкими плодами, побегами, зернами. Также птицы поедают мелких насекомых, червей. Добывают пищу они в течение дня, просыпаясь с рассветом. Вечером они отправляются отдыхать. К осени поголовье набирает максимальный вес. Зимой большая часть запасов расходуется. Пищи в этот период меньше. Затраты энергии на обогрев тела увеличиваются. На кормежку, как и летом, фазаны выходят с рассветом. После заката они прячутся в защищенных от ветров и осадков местах, продолжая цикл своего существования. В дикой природе фазаны обычно живут около 3 лет, хотя в неволе или на охраняемых территориях их жизнь может продлиться до 10 и даже до 15 лет. И в каждой культуре фазаны играли важную роль во многих странах мира, символизируя различные значения и ассоциируясь с многими традициями. В Китае фазаны традиционно ассоциируются с красотой, благородством и удачей. Они часто изображаются в искусстве и литературе, служа символом добродетели и изящества. В Японии фазаны также символизируют благородство и долголетие. Они являются одним из 12 символов счастья и часто встречаются в национальном искусстве и фольклоре. В древнегреческой и римской мифологии фазаны были связаны с богами, особенно с Артемидой и Дианой у римлян, богиней охоты. Фазаны считались экзотическими птицами, и их часто дарили в качестве роскошных подарков. В средневековой Европе фазаны считались символом роскоши и статуса. Они были популярны сначала на королевских охотах, их красочное оперение делало их желанным трофеем для охотников, а затем и на банкетах. Фазаны иногда встречаются в геральдике и символизируют благородство и щедрость. Их изображения используются в гербах и эмблемах для передачи определенных качеств или исторических связей. В частности, он изображен на гербе города Тбилиси, столицы Грузии. Секрет появления фазана сокрыт в старинных грузинских традициях, непосредственно связанных с гостеприимством местных жителей и национальной кухней. Одним из самых известных блюд Грузии – это чахахбили. Первоначально его готовили только из фазана. Позднее, когда популяция этих птиц стала резко сокращаться, предприимчивые хозяйки перешли на куриное мясо. Хотя с давних пор на фазанов не только охотились. После того, как в Европу были завезены фазаны, их стали выращивать как домашнюю птицу. Первые птичники появились еще в 9 веке, а начиная с 16 столетия в ряде стран разведение этой птицы приобрело массовый и целенаправленный характер. В настоящее время это достаточно популярная сельскохозяйственная деятельность в европейских странах. Первенство в этой отрасли уверенно держит Великобритания. На втором месте стоят Франция и Бельгия. В самых крупных хозяйствах этих стран может содержаться до нескольких десятков тысяч фазанов. Люди разводят фазанов по разным причинам, включая охоту, производство мяса, продажу декоративных птиц, а некоторые, что немаловажно, для сохранения редких видов, а не только удивляя друзей изысканным блюдом из дичи. Ведь фазаны – это удивительные и многоцветные птицы, продолжающие вдохновлять и очаровывать людей своей красотой и уникальным поведением. Они не просто показатель биологического разнообразия и природной адаптивности, но и важная часть культурного и исторического наследия многих стран. Некоторые виды фазанов находятся под угрозой исчезновения и защищены международными и национальными законами. Программы сохранения направлены на защиту и восстановление их естественных сред обитания, а также на контроль за охотой и торговлей.
Фазаны продолжают быть символом природной красоты и разнообразия, напоминая нам о чудесах, которые мы можем потерять, если не будем заботиться о нашем мире. Их сохранение – это не только забота о птицах, но и признание той связи, которая существует между всеми живыми существами и окружающей их средой. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.